Всем привет! Сегодня мы погрузимся в исследование PwC «Глобальный барометр рабочих мест в сфере ИИ». Давайте посмотрим, что на самом деле говорят данные о будущем нашей работы. Ну что, роботы и правда заберут нашу работу? Это, пожалуй, главный страх нашего времени, да? Но вот что интересно, анализ почти миллиарда, только вдумайтесь, миллиарда объявлений о вакансиях дает совершенно неожиданный и, что важно, подкрепленный цифрами ответ. Итак, давайте начнем с первого большого мифа. Многие считают, что весь этот хайп вокруг ИИ — просто слова, и реальной пользы для производительности он не приносит. Так ли это? А вот и нет. Данные показывают просто ошеломляющую картину. Компании в тех отраслях, где ИИ применяется активнее всего, демонстрируют рост производительности в 3 раза выше, чем остальные. В 3 раза! И это не какая-то погрешность. Посмотрите на график. Зависимость очевидна. Чем глубже ИИ проникает в отрасль, тем быстрее взлетает ее производительность. Разница, как видите, колоссальная. И вот что особенно важно. Это не какой-то вяло текущий процесс. Настоящее ускорение началось буквально после 2022 года, когда возможности ИИ стали очевидны всем. Рост производительности в отраслях, готовых к ИИ, увеличился почти вчетверо. Окей, с компаниями понятно, они в выигрыше. Но что насчет обычных людей, нас с вами? Есть же популярный миф, что ИИ обесценит наш труд и обрушит зарплаты. Данные говорят об обратном и вводят такое понятие, как «надбавка за навыки в области ИИ». По сути, это дополнительная плата за умение работать с новыми технологиями, например, с машинным обучением. И эта надбавка, надо сказать, очень даже существенная. В среднем специалисты с навыками ИИ зарабатывают на 56% больше. Представьте, больше чем в 1,5 раза по сравнению с коллегами на той же должности, но без этих навыков. И дело не только в отдельных специалистах. Вся отрасль, где используется ИИ, чувствует себя лучше. Зарплаты там растут вдвое быстрее, чем в секторах, которых технологии пока коснулись меньше всего. Ну и вот, мы подошли к главному кошмару, мифу о том, что ИИ просто сотрет с лица земли целые профессии и нас ждет массовая безработица. На самом деле все немного сложнее и интереснее. Речь идет не об уничтожении рабочих мест, а об их трансформации. И тут есть два основных пути — автоматизация и дополнение. Вот, например, аналитик Амина. В ее случае ИИ — это такой суперассистент. Он берет на себя рутинный сбор данных, а у нее освобождается время для самого главного — для стратегии и работы с клиентами. Ее ценность как специалиста только растет. А вот Джон из службы поддержки. Здесь ИИ автоматизирует ответы на простые повторяющиеся вопросы. Благодаря этому Джон может сосредоточиться на действительно сложных случаях, где нужно думать и находить нестандартные решения. Его работа становится сложнее, но и интереснее. Но вот что самое главное и, возможно, неожиданное, количество вакансий растет в обоих случаях. И в автоматизируемых, и в дополняемых ролях. То есть рынок труда не сжимается, а наоборот расширяется. Так что, если главная история — это не про исчезновение работы, то про что? А вот про что? Про невероятную скорость, с которой меняются требуемые от нас навыки. Только послушайте, в профессиях, связанных с ИИ, набор необходимых навыков сегодня меняется на 66% быстрее. А ведь всего год назад эта цифра была 25%. Скорость изменений выросла больше, чем вдвое за год. Это настоящее землетрясение навыков. И оно означает, что теперь работодателям важен не столько диплом, полученный когда-то давно, сколько то, что человек умеет делать прямо сейчас. Гибкость, техническая грамотность, критическое мышление и готовность учиться всю жизнь — вот что выходит на первый план. Давайте быстро подведем итог. Миф. ИИ убивает рабочие места. Данные. Количество вакансий растет. Миф. ИИ снижает зарплаты. Данные. Они растут вдвое быстрее. Миф. ИИ делает нас глупее. Данные. Требуются все более сложные и комплексные навыки. В конечном счете, данные показывают нам будущее, где технологии не заменяют человека, а расширяют его возможности.